Уже сегодня вырисовывается сценарий династического транзита. 2025-2030 года – это первый этап, при котором происходит создание узнаваемости и мягкая легализация. Сначала Кремль запускает кампанию медийной подготовки, и, как мы видели сами, она уже началась. Фигура Марии Воронцовой вводится в публичное поле осторожно, через серию вбросов, интервью, героических историй и неофициальных публикаций. Параллельно формируется образ – врач, ученая, женщина, гуманист, патриот, максимально отстраненный от политической токсичности и репрессивной риторики. Следующим шагом станет легализация присутствия во власти. Речь не о вхождении в силовые структуры или исполнительную вертикаль, а лишь о формальном закреплении в институтах общественного и народного представительства. Это может быть получение в 2026 году депутатского мандата и должности в Госдуме, например, сначала председателем профильного комитета, а затем заместителем председателя Госдумы. Либо это может быть сенаторство от Санкт-Петербурга в Совете Федерации, как символическая привязка к семейным корням, с последующим карьерным ростом до заместителя председателя. Или более мягкий и символический путь, например, пост председателя Общественной палаты. На этом фоне разворачивается третий трек – создание преемственного нарратива. На телевидении, в речах, в статьях, в СМИ начинает звучать: Путин – это мудрый лидер, для которого Россия и ее будущее – это все. И он настолько мудр, что заранее, хоть его и все отговаривают, думают о преемнике. И это так правильно и дальновидно, ведь его дело должно быть продолжено. Второй этап – это трансформация государственного устройства. Этот этап пройдет в период времени с 2030 по 2032 год. В 2030 году, сразу после своего, в кавычках, переизбрания, Путин начинает конституционную реформу. Подготовка к ней, кстати, тоже уже началась. Буквально на днях в российском официозе появилась первая инициатива в этом направлении. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, абсолютно ручной и подконтрольный, который без команды из администрации президента и шага не ступит, заявил, что большая часть мировых практик не прижилась в российском законодательстве и необходимы существенные изменения в Конституцию. На протяжении 30 лет Россия абсорбировала какие-то мировые практики, пыталась соответствовать неким общемировым стандартам, которые на самом деле оказались стандартами западными, и в общем немногие из них прижились. Знаете, как пытаться привить на живое дерево пластмассовую ветку? У нас очень много таких веток в ельцинское время было понатыкано в дерево русской жизни, но и большая часть из них завяла и сейчас являет довольно жалкое зрелище. В российском обществе произошли существенные изменения, в том числе после начала военной операции на Украине, и вместе с запросами людей должно развиваться и законодательство. Действительно, какие-то права человека, свобода слова, выборы и сменяемость власти. Как это все мерзко и отвратительно. Совсем не соответствует реалиям путинской России. Надо срочно избавляться от всей этой гадости. Понятно, что все эти инициативы Толстого – это лишь первая итерация. И сегодня российская власть будет тщательно скрывать истинные цели этих новых изменений Конституции. Но очевидно, что первый шаг в этом направлении Кремль уже сделал. Главной целью конституционной реформы в рамках династического транзита будет усиление роли одного из высших стратегических органов – Госсовета или Совбеза. Этот орган возглавит Путин, чтобы выступить в роли лидера нации. После проведения конституционной реформы наступает следующий этап, который будет проходить в горизонтах 2032 и 2033 годов. А его главной задачей станет передача президентских полномочий от отца дочери. Путин сложит президентские полномочия и перейдет на вновь созданную позицию, сохранив управление страной. А также инициирует внеочередные президентские выборы, на которых при прямой поддержке отца будет выдвинута Мария Воронцова, уже с публичной, институциональной и символической легитимностью. Система мобилизуется на ее поддержку. Медиа, элиты, придворная общественность – все будет встроено в задачу оформления транзита. Результат заранее известен. Победа в первом туре, максимальная явка и патриотическая риторика. В итоге Путин уходит с поста президента, но сохраняет полную власть и контроль через новую институциональную конструкцию и неформальную систему управления персоналистской диктатуры.
Воронцова становится формальной главой государства, не как политический игрок, а как олицетворение преемственности. Страна официально входит в новую фазу, но не постпутинскую, а постпрезидентскую. Это, конечно, будет никакая не смена режима, это будет его продление в новой упаковке. Оформление династического транзита – это не только юридическая и политическая операция. Это еще и работа с общественным сознанием. Без этой составляющей сценарий не будет жизнеспособным. Кремль понимает, открытое наследование власти может вызвать неправильные в кавычках ассоциации. Слово «династия» в России по-прежнему ассоциируется с феодальщиной и самодержавием. А потому основной акцент будет сделан на язык обновления, заботы и гуманизма. Образ Марии Воронцовой будет выстроен не как политика, а как служительницы, как Марии Терезы, готовой на самопожертвование, как женщины, пришедшей во власть не ради власти, а ради людей. Врач, ученый, человек, спасавший жизни. Этот образ будет центральным. Пропаганда начнет транслировать понятные и доступные обществу смыслы. Женщина в власти – это мягкость, стабильность и гуманизм. Медицина, наука, забота о детях. Не политика, а истинное призвание государства. Время женщин – это время мира, спокойствия и внутреннего восстановления. Будет создана иллюзия прекрасных перспектив и развития при фактическом сохранении всех механизмов диктатуры. Гуманитарные реформы, амнистии, косметические перемены – все это лишь в риторике, но без демонтажа основ системы. Технологии Кремля сделают все, чтобы этот транзит выглядел как естественный, созревший, разумный, а не как операция продления жизни путинского режима. Все это часть большого спектакля. Его цель – сохранить суть, внеся лишь косметические изменения в форму и эмоциональный фон. И сделать так, чтобы после Путина все осталось под контролем Путина. Реакция на сценарий династической передачи власти – один из ключевых факторов, который определит устойчивость новой конструкции. И здесь важно рассматривать три уровня – российские элиты, общество и международное сообщество. Давайте начнем с элит. Для большинства правящих групп сценарий передачи власти Марии Воронцовой не станет шоком. Напротив, он будет воспринят как рациональный компромисс. Несмотря на внешнюю нелепость наследования власти в 21 веке, этот путь будет выглядеть для путинских элитариев наиболее оптимальным. Причина проста. Внутри системы не осталось альтернатив, политическое поле зачищено, и любой, кто даже просто намекнет на амбиции, без прямого санкционирования Путина, будет воспринят как мятежник. Самая эффективная форма лояльности в таких условиях – пассивное ожидание сигнала сверху. Как только этот сигнал будет подан, в элитной среде включится инстинкт приспособления. Начнется волна демонстративной лояльности, переформатируются медиа, появятся эксперты, которые объяснят, женское лидерство – это современно, гуманно и даже прогрессивно. Старые кланы на перегонки будут спешить встроиться в новую архитектуру, чтобы сохранить свое место. Российское общество в 30-х годах будет находиться в состоянии глубокой адаптации к авторитарной норме. Война, санкции, репрессии – все это сформирует коллективное эмоциональное истощение и потребность хотя бы в символической стабильности. На этом фоне фигура Воронцовой, внешне дистанцированная от насилия и публичной жестокости, будет восприниматься не как угроза, а как нейтральное лицо, вызывающее скорее равнодушие или даже слабую надежду. В общем, проявится главное свойство российского общества – социальная апатия. Фигура преемницы не вызовет восторга, но и не спровоцирует сопротивление. Общество просто привычно отойдет в сторону, продолжит движение в сторону приватности, внутренней иммиграции, отказа от любой ответственности. Формально Запад будет сохранять скепсис. Лидеры и международные организации будут говорить о нелегитимности наследственной передачи власти. Но на практике возможна прагматическая корректировка курса. Мягкий образ, сигналы открытости, риторика мирного поколения – все это может быть воспринято как возможность выхода из тупика. Начнется тестирование. Визиты, дипломатические контакты, осторожные договоренности. Мир будет искать в Воронцовой окно возможностей. Но это окно будет обманчивым. За новым фасадом останется старая конструкция. Династия – это не альтернатива диктатуре, это ее продление. И в том, что международное сообщество, уставшее от конфронтации, может поспешить к нормализации, это главный парадокс и главный риск этого сценария.
Династическая передача власти в России – это не адаптация режима к новым условиям, а его жесткая консервация. Это означает окончательный отказ от политической, институциональной и экономической модернизации. Власть превращается в наследуемую ценность. Лояльность подменяет компетентность, родство вытесняет закон. Такой режим не способен к обновлению, он боится изменений, парализован страхом потери контроля и потому выбирает стратегию герметизации. Результатом станет системное закручивание гаек. Тотальный контроль над информацией, переход к суверенному интернету, политический сыск и репрессивные кампании против всех, кто даже потенциально может быть источником альтернативы. Принудительная глубокая идеологизация культуры, образования, медицины и науки. Полный демонтаж любых остатков демократических институтов и фиксация квазирелигиозного культа национального лидера и его преемника.